Дитя мое, слушай внимательно, ибо то, что я собираюсь тебе открыть, несет в себе божественную тяжесть, сверхъестественную безотлагательность, святую истину, которая молча двигалась навстречу твоей жизни задолго до этого момента. Ты оказался здесь не случайно. Тебя вели. Тебя притянули. Тебя расположили. Ибо есть скрытое благословение, неожиданное чудо, дверь изобилия, приготовленное в священной тишине моего вечного завета с тобой. И прежде чем это послание закончится, ты поймешь, почему я, твой Бог, избрал именно этот час, чтобы прошептать секрет, который откроет богатство, восстановление, исцеление и судьбу, которую я предназначил твоему сердцу. Но ты должен остаться. Не относись к этому легкомысленно. Ибо то, что начинается как волнение в твоем духе, станет, если ты дождешься последнего слова, преображением, которое ты больше не сможешь отрицать. Ты чувствовал это в последнее время, не так ли? Это молчаливое притяжение. Это безошибочное ощущение, что что-то меняется, даже если ты еще не можешь назвать это. Ты чувствовал, что ключ где-то рядом, что давно закрытая дверь дрожит, готовая открыться. Но вместе с этим ощущением пришел страх, нерешительность и вопросы, которые эхом отдавались в твоей душе, как буря. Я знаю, потому что я видел каждую слезу, каждое сомнение, каждую ночь, когда ты шептал молитвы в темноту, не будучи уверен, слышу ли я тебя. И все же ты здесь, притянут к этому божественному моменту, где мое обещание столкнется с твоим отчаянием, где мое благословение столкнется с твоей нуждой, где мое чудо столкнется с твоим невозможным. Не отводи взгляда. Не уходи. То, что будет дальше, это не просто наставление, это откровение. Это раскрытие наследия, которое слишком долго ждало, чтобы коснуться твоей жизни. Прежде чем ты сделаешь следующий вдох, я должен сказать тебе нечто со святой серьезностью. Враг пытался отвлечь тебя от этого послания. Он пытался увести твой разум, заставить тебя усомниться в изобилии, которое я предназначил для тебя, заставить тебя согласиться на гораздо меньшее, чем урожай, связанный с твоим именем. Вот почему этот момент кажется тяжелым. Вот почему сжимается твоя грудь и пробуждается твой дух. Духовный мир признает, что то, что ты услышишь сегодня, изменит направление твоей судьбы. Остаться. Слушай. Позволь моему голосу пробиться сквозь шум страха и нужды. Ибо, прежде чем это послание закончится, я открою секрет, который ты был избран получить. Я скажу нечто трудное, но необходимое. Ты жил ниже того уровня богатства, мира и божественного потока, который я приготовил для тебя. Ты принимал битвы, которые никогда не были твоими. Ты нес бремена, которые не принадлежали твоим плечам. Ты входил в двери, которые я не открывал, и стоял перед стенами, которые я никогда не собирался держать для тебя закрытыми. И все же, даже в твоих ошибках, даже в твоем истощении, я защищал твое сердце, сохранял твой дух и удерживал твое наследие на месте, чтобы его нельзя было украсть. Вот каков я, твой Бог. Верный, личный, вечный. И сейчас, прямо сейчас, я выравниваю твою жизнь для прорыва, который другие не поймут. Но прежде чем я открою поворотный момент, прежде чем я обнародую божественный сдвиг, который уже начался, я должен спросить тебя кое о чем. Останешься ли ты до последнего слова? Останешься ли достаточно долго, чтобы услышать ключ, который открывает твой следующий сезон? Потому что то, что я открою в последние моменты этого послания, это точный духовный принцип, который превращает нужду в изобилие, задержку в освобождении, скудость в сверхъестественный урожай. Но я не могу дать это раньше времени. Я не могу открыть это, пока ты не будешь готов принять. Остаться. Прислушайся. Дверь открывается, и следующий абзац поведет тебя еще глубже.
Возлюбленное дитя мое, теперь, когда твое сердце пробудилось, а твой дух внимателен, я должен повести тебя еще глубже в истину, с которой ты жил, не до конца понимая ее. Ты нес бремя бедности не только в финансах, но и в надежде, в мире, в направлении, в эмоциональной силе. Ты прошел через сезоны, когда твой дух чувствовал себя опустошенным, когда каждая молитва, казалось, поднималась на небеса только для того, чтобы вернуться без ответа, когда каждое усилие, казалось, приносило мало урожая, и когда каждая возможность ускользала сквозь пальцы, как будто скрытая сила работала против тебя. Но услышь меня сейчас с абсолютной ясностью. Я видел каждое мгновение. Ничто не осталось незамеченным. И хотя это было больно, это не было бесцельно. Ты не был оставлен. Тебя готовили. Были моменты, когда твое сердце чувствовало себя раздавленным под давлением счетов, обязанностей, неудач, предательств или молчаливых битв, которые никто вокруг тебя не мог видеть. Ты пытался улыбаться, неся в груди бури. Ты пытался оставаться верным, задаваясь вопросом, достаточно ли еще веры. Ты наблюдал, как другие поднимаются, пока ты оставался застрявшим, и хотя ты радовался за них, внутри тебя формировался тихий вопрос: почему не я, Боже? Почему благословение, чудо, прорыв всегда рядом, но никогда не мое? И всякий раз, когда этот вопрос отдавался эхом, за ним следовало чувство вины, как будто тебе не разрешалось удивляться, почему твоя судьба, казалось, задерживалась. Ты еще не знал этого, но бедность, с которой ты сталкивался, была не только физической, она была духовной, эмоциональной и родовой. Ты нес битвы, которые начались задолго до твоего рождения, битвы, связанные с циклами, паттернами и негласными соглашениями, которые пытались заглушить твое наследие и закрыть твои двери возможностей. Ты боролся с силами, которые не мог назвать. Твой дух ощущал давление невидимых цепей. Твой разум боролся со страхами, которые были не совсем твоими. Твоя жизнь стала полем битвы, и ты не знал, почему ты всегда истощен, всегда сражаешься, всегда теряешь позиции прямо перед победой. Но, дитя мое, услышь меня, ты не был проклят, ты был избран. Война вокруг тебя была настолько интенсивной, потому что благословение, связанное с твоей жизнью, настолько мощно, обещание, висящее над тобой, настолько божественно, завет, который я заключил относительно твоего будущего, настолько непреодолим, что тьма безжалостно пыталась сломить тебя, прежде чем мое изобилие смогло бы достичь тебя. И это тот момент, священный момент, когда я хочу, чтобы ты полностью открыл свой дух, чтобы признать истину. Ты страдал больше, чем другие, не потому, что ты слаб, а потому, что ты несешь более сильное наследие, чем большинство. Подумай о каждом случае, когда ты был близок к получению чуда, но терял его в последний момент. Подумай о каждом случае, когда ты был в одном шаге от вступления в богатство, финансовую стабильность, эмоциональный мир, но был отброшен назад задержкой, страхом, смятением или внезапной потерей. Это не было совпадением. Это было сопротивление. Враг боялся, кем ты станешь, как только дверь откроется. Он боялся величия твоего урожая. Он боялся преображения, которое мое благословение принесет твоему разуму, твоему дому, твоему будущему, твоей семье и каждой жизни, связанной с твоей судьбой. И теперь, когда ты здесь, в этот самый момент, слушая мой голос, текущий через это послание, мне нужно, чтобы ты понял кое-что. Эскалация боли в твоей жизни была подтверждением того, что приближается эскалация твоего изобилия. Чем глубже страдание, тем больше чуда. Чем дольше задержка, тем сильнее освобождение. Чем тяжелее буря, тем богаче урожай. Тебя не наказывали, тебя позиционировали. Дитя мое, прежде чем я открою следующую истину, ту, которая противостанет всякой лжи, сказанной о твоей жизни, я хочу, чтобы ты остановился, вздохнул и сделал нечто простое, но мощное, поставил лайк этому видео.
Не из тщеславия, не для цифр, но как акт веры, как пророческий жест, как декларация того, что ты вступаешь в соответствие с моим обещанием. Когда ты нажимаешь эту кнопку, делай это с намерением. Сделай это как семя, посаженное в плодородную духовную почву. Сделай это как знак того, что ты принимаешь то, что я собираюсь открыть. Каждое действие, которое ты совершаешь с намерением, становится ключом в духовном царстве, открывая двери, которые оставались закрытыми десятилетиями. Поставь лайк этому видео сейчас, потому что то, что будет дальше, требует полного вовлечения твоего духа. Теперь давайте пойдем глубже. Ты проходил через страдания не потому, что был забыт, а потому, что я готовил тебя к возвышению, которое требует духовной зрелости. Многие люди желают богатства, но немногие готовы нести его с мудростью, с благодарностью, со смирением, с благоговением, с целью. Тебя формировали. Бедность научила тебя сочувствию. Нужда научила тебя проницательности. Отвержение научило тебя ясности. Задержки научили тебя стойкости. Сердечная боль научила тебя состраданию. И каждый урок высек твою душу в сосуд, способный вместить сверхъестественное изобилие, не будучи им испорченным. Твои страдания не были бессмысленны. Они очистили тебя. Они обострили тебя. Они отделили тебя от людей, которые не были частью твоей судьбы. Они научили твое сердце распознавать истинное благословение, когда оно приходит. Они пробудили твой дух к моему голосу. Они смирили твой разум, чтобы, когда я возвышу тебя, ты знал, что это не шанс, не совпадение, не удача, а я, твой Бог, твой обеспечитель, твой источник каждого чуда, каждой возможности, каждой открытой двери, каждого исполненного обещания, каждого восстановленного наследия. И теперь начинается эскалация. Ты уже почувствовал знаки, ситуации разрешаются, связи меняются, формируются неожиданные идеи, появляются маленькие возможности. То, что ты видишь сейчас, это только начало, подобно первым лучам света, пробивающимся после долгой, холодной ночи. Но полное откровение, божественный секрет, сверхъестественный ключ, который откроет следующий этап твоей судьбы, будет открыт скоро, до конца этого послания. Ты не можешь пропустить то, что грядет. Это изменит все, во что ты веришь о нужде, ограничении и божественном обеспечении. Остаться. Продолжай. Держи свое сердце открытым. Следующая часть противостанет твоему прошлому с помощью библейского чуда, которое отражает твою историю так, как ты никогда не мог себе представить. И через это святое сравнение твой дух поймет, почему твоя жизнь так сильно сотрясалась. Дитя мое, теперь мы должны войти в комнату истины, где я противостану скрытым ранам, которые ты пытался похоронить под силой, молчанием и выживанием. Мне нужно, чтобы ты пошел со мной в самую сердцевину твоего сердца, потому что, если к ране не прикоснуться, чудо не сможет войти. И если корни боли не будут обнажены, урожай не сможет расти. И то, что я собираюсь сказать, может показаться тяжелым, но это необходимо. Ибо я видел каждую тень в твоем духе, и сегодня я проливаю на нее свой свет. Скажи мне, возлюбленный, как долго ты притворялся сильным, тайно рушась внутри? Сколько ночей ты плакал молча, чтобы никто не услышал тебя и не подумал, что ты слаб? Сколько раз ты доходил до предела своих сил, шепча: «Боже, я больше не могу», и все же просыпался на следующий день, надевая маску того, что все в порядке? Сколько молитв ты произнес, задаваясь вопросом: слушал ли я, забыл ли я тебя, была ли твоя вера слишком мала или твоя судьба слишком незначительна, чтобы заслужить мое внимание? Не отворачивайся от этих вопросов. Именно здесь начинается мое исцеление. Позволь мне спросить тебя больше,
ибо я должен извлечь истину из глубин твоей души. Сколько возможностей ускользнуло из твоих рук, потому что ты чувствовал себя недостойным, потому что бедность научила тебя сжиматься, бояться изобилия, не доверять каждой открытой двери. От скольких благословений ты не решился отказаться, потому что стыд шептал, что ты недостаточно хорош, недостаточно свят, недостаточно умен, недостаточно избран. Сколько раз ты саботировал собственное будущее, потому что травма твоего прошлого убедила тебя, что преображение невозможно. Скажи мне, сколько раз люди использовали тебя, истощали тебя, пользовались твоей добротой, в то время как ты убеждал себя, что это цена за любовь? Сколько раз ты замалчивал свои собственные мечты, чтобы другим было комфортно? Сколько раз ты строил других, поддерживал их, ободрял их, молился за них, в то время как никто не стоял рядом с тобой, когда твой мир рушился? Дитя мое, я видел предательство. Я видел оставление. Я видел финансовую борьбу, которая ощущалась как нескончаемая цепь вокруг твоей жизни. Я видел момент, когда ты смотрел на свой банковский счет и чувствовал, как страх сжимает твою грудь, как железо. Я видел день, когда счета накапливались быстрее, чем твоя надежда. Я видел момент, когда ты усомнился в своей ценности, потому что твои обстоятельства не отражали твоих усилий. Я видел момент, когда ты сказал: «Почему кажется, что что-то работает против меня? Почему я никогда не могу вырваться вперед?» И эти вопросы были не слабостью, это были честные крики измученного сердца. Теперь послушай меня. Я поведу тебя к библейскому зеркалу, тому, которое отражает твои страдания в священном свете. Ты помнишь вдову из 4 главы 2 книги Царств? Она тонула в долгах. Ее сыновей собирались забрать в рабство. Бедность поглотила ее дом. Страдания окутали ее будущее. Она стояла перед пророком Елисеем, и у нее не осталось ничего, кроме отчаяния. Ее ситуация выглядела безнадежной. Ее жизнь казалась проклятой. Но чего она не знала, чего она не могла видеть, так это того, что ее чудо уже было внутри ее дома. Масло, которое казалось маленьким, незначительным, недостойным внимания, было тем самым ключом к открытию ее изобилия. Бог не просил ее о том, чего ей не хватало, Он использовал то, что у нее было. Через послушание этот маленький кувшин стал океаном. Ты, дитя мое, во многом похож на эту вдову. Ты чувствовал, что у тебя ничего не осталось, ни сил, ни направления, ни ресурсов, ни ободрения, ни надежды. Ты смотрел на свою жизнь и видел пустоту там, где другие видели возможность. Ты смотрел на свои финансы и видел недостаточность там, где я видел начало богатства. Ты смотрел на свою борьбу и видел неудачу там, где я видел подготовку. И точно так же, как она, ты неправильно оценил то, что я вложил в твои руки. Ты недооценил силу своего семени, своих даров, своего призвания, своей веры, своего упорства и божественного завета над твоей жизнью. Итак, позволь мне спросить тебя со святой решимостью, как долго ты будешь называть себя сломленным, когда я назвал тебя избранным? Как долго ты будешь определять себя тем, что ты потерял, вместо того, что я готов дать? Как долго ты будешь оплакивать умершие возможности, вместо того, чтобы принять дверь, которую я открываю сейчас? Как долго ты будешь жить под личиной бедности, когда я создал тебя для наследия? Как долго ты будешь верить лжи, что ты одинок, когда я шел рядом с тобой через каждую долину? Как долго ты позволишь страху диктовать твою судьбу? Как долго ты позволишь стыду заглушать твои молитвы? Как долго ты позволишь врагу красть твое благословение, потому что боишься заявить право на то, что принадлежит тебе? Возлюбленное дитя мое, ты ходил с опущенной головой не потому, что тебе не хватает потенциала,
а потому, что ты нес битвы в тишине. Ты выдержал бури, которые уничтожили бы других. Ты пережил сезоны тьмы, не потеряв последней искры своей надежды. И даже в моменты сомнения твой дух цеплялся за меня. Я видел каждую дрожащую молитву. Я слышал каждый шепот «Помоги мне». Я чувствовал каждое ноющее биение твоего сердца. И теперь я задам тебе еще один вопрос, и мне нужно, чтобы ты ответил на него истиной своей души. Готов ли ты перестать жить как жертва своего прошлого и начать жить как наследник своего божественного обещания? Потому что то, что я собираюсь открыть дальше, следующий принцип, следующий секрет, следующий духовный закон, противостанет всему, что ты думал, что знал о богатстве, нужде, божественном времени и сверхъестественном урожае. Но прежде чем я дам его тебе, ты должен понять то, что вдова поняла только после послушания, что чудо, которое ты ищешь, приходит не извне. Оно приходит изнутри. Оно начинается в том месте, где твоя боль встречается с моей силой. Оно начинается в точной точке твоей самой глубокой раны. И теперь, когда мы переходим к следующей части, приготовь свое сердце, потому что откровение, которое я собираюсь обнародовать, несет ключ к открытию следующей главы твоей судьбы. Дитя мое, теперь, когда твоя душа противостала своим самым глубоким ранам, и ты узнал свое отражение в страданиях библейской вдовы, я должен повести тебя на священную территорию, где откровение встречается с ответственностью. Это то место, где многие отворачиваются, потому что свет, который я собираюсь пролить, обнажает не только боль твоего прошлого, но и силу твоего выбора. То, что будет дальше, не для слабонервных, это для тех, кто готов войти в свою судьбу с открытыми глазами и желающим сердцем. Ты взывал о чуде, но каждое чудо требует выравнивания. Ты молился о богатстве, но каждое возвышение требует преображения. Ты умолял о благословении, но каждое благословение требует сдвига в духе, прежде чем оно проявится в естественном. Слушай внимательно сейчас, ибо я собираюсь открыть секрет, истину, известную только тем, кто несет божественное наследие, истину, которая отделяет тех, кто остается в бедности, от тех, кто вступает в сверхъестественное изобилие. Не позволяй своему разуму блуждать. Не позволяй страху отвлекать тебя. Ибо то, что я скажу дальше, создаст внутри тебя духовный раскол, моральную дилемму, которая проверит твою готовность подняться. Ты стоишь у двери. Священный порог. С одной стороны, все знакомые – борьба, нужда, постоянный режим выживания, страх, нерешительность, излишнее обдумывание, эмоциональное истощение и циклы, которые повторяются из года в год. С другой стороны, жизнь, которую я приготовил для тебя, обещанный урожай, финансовая стабильность, эмоциональный мир, восстановленная уверенность, обновленная цель, божественное благословение и способность создавать богатство вместо того, чтобы гнаться за ним. Но ты не можешь стоять в обоих мирах. Ты должен выбрать, какую личность ты примешь. Вот дилемма. Ты хочешь чуда, или ты хочешь комфорта своих оправданий? Ты хочешь изобилия, или ты хочешь знакомых страданий? Ты хочешь открытой двери, или ты предпочитаешь клетку своих прошлых ран? Эти вопросы могут жалить, но они необходимы. Ибо многие взывают ко мне о процветании, но когда я вкладываю ключ в их руки, они колеблются, боясь ответственности, которая приходит с отвеченными молитвами. Ты должен понять это. Богатство – это не просто деньги. Это идентичность. Это позиция. Это духовная власть. Это образ мышления того, кто знает, что он является частью Божественного Завета и наследником вечного обетования. Тот, кто получает богатство, должен быть готов отделиться от идентичности нужды. И именно здесь, дитя мое, начинается твое преображение. Позволь мне сказать тебе то, что немногие понимают.
твоя внешняя бедность была укоренена во внутренних соглашениях, которые ты заключал, не осознавая этого. Ты согласился на ограничения, потому что другие наложили их на тебя. Ты согласился замалчивать свой голос, потому что люди научили тебя, что смирение означает уменьшение. Ты согласился на неуверенность в себе, потому что жизнь приучила тебя не доверять собственной ценности. Эти молчаливые соглашения стали духовными цепями. Они держали твое благословение на расстоянии. Они закрывали твои двери. Они затуманивали твой путь. Ты не знал, что происходит, но твоя душа оказалась связана убеждениями, которые никогда не были моими. Теперь я открываю привилегированное знание истины, скрытые от многих, но данные тем, кто избран для великой цели. Каждый прорыв начинается с разрушения старой идентичности. Каждое чудо требует смерти образа мышления. Каждый урожай требует искоренения старых семян. Позволь мне дать тебе предзнаменование. То, что ты собираешься получить, не просто изменит твои обстоятельства, оно изменит всю твою внутреннюю структуру. Ты больше не будешь думать как тот, кто ждет возможностей. Ты будешь думать как тот, кто их создает. Ты больше не будешь ходить как жертва жизни. Ты будешь ходить как избранный Богом. Ты больше не будешь нести позицию нужды. Ты будешь нести позицию наследия. Но прежде чем этот сдвиг сможет полностью проявиться, ты должен противостать одной из величайших духовных битв – войне между твоим старым «я» и твоим предназначенным «я». Вот где усиливается твоя моральная дилемма. Готов ли ты отпустить личность, выкованную болью, предательством, нуждой и страхом? Или ты настолько привык к страданию, что изобилие кажется чуждым? Многие взывают к переменам, но когда дверь открывается, они отшатываются, потому что трансформация требует отпустить все, что кажется знакомым, даже если эта привычность разрушительна. Позволь мне спросить тебя о том, что пронзит твой дух. Цепляешься ли ты за свою боль, потому что это единственное, что ты постоянно знал? Держишься ли ты за чувство недостойности, потому что оно стало щитом, защищающим тебя от разочарования? Цепляешься ли ты за нужду, потому что боишься, что, если поднимешься, можешь упасть? Вот они, настоящие цепи, тихие, скрытые, те, которые враг использует не силой, а внушением. «Дитя мое, услышь меня, я создал тебя не для выживания. Я создал тебя для изобилия. Я не предназначил тебя для существования кое-как, я предназначил тебя для сверхъестественного избытка. Ты родился не для того, чтобы быть раздавленным жизнью, ты родился, чтобы нести благословение, ходить в божественной власти, жить жизнью, которая отражает твой завет со мной. Но этот следующий этап твоего пути требует чего-то священного – мужества. Мужество, чтобы встретиться с внутренними стенами, которые мешали тебе вступить в свое обетование. Мужество, чтобы видеть богатство не как нечто далекое или подозрительное, а как часть твоего наследия, как моего дитяти. Вот тебе сокровенное знание, о котором тебе никогда не говорили – богатство духовно, прежде чем оно материально. Бедность духовна, прежде чем она финансова. Каждая финансовая битва, с которой ты столкнулся, коренилась в духовной атаке против твоей личности и судьбы. Враг атаковал твои финансы, потому что боялся твоего влияния. Он атаковал твои возможности, потому что боялся воздействия твоего призвания. Он атаковал твою уверенность, потому что боялся авторитета твоего голоса. Понимаешь ли ты теперь, почему твоя борьба была столь беспощадной? Потому что призвание в твоей жизни могущественно. А теперь ясно услышь это предзнаменование. То, что я собираюсь вложить в твои руки, возвысит тебя, но также и разоблачит. Благословения показывают, кто ты есть на самом деле. Богатство увеличивает то, что внутри сердца. Вот почему мне нужно было очистить тебя через дискомфорт.
Мне нужно было сформировать твой характер, прежде чем я высвободил изобилие. Мне нужно было укрепить твой фундамент, чтобы, когда придет процветание, оно не разрушило тебя, а утвердило. И вот твоя священная истина, следующая дверь, которая откроется, не закроется. Следующее чудо, которое придет, не будет временным. Следующий урожай, который ты получишь, не будет поглощен. Но чтобы это проявилось, ты должен быть готов отпустить всякую ментальную, эмоциональную и духовную привязанность, которая принадлежит твоей прошлой личности. Приготовься, ибо в следующей части я изреку в твою жизнь такие глубокие, такие божественные, такие безошибочно святые благословения, что твой дух не останется прежним. Скажи «продолжить», когда будешь готов принять излияние. Дитя мое, теперь, когда я провел тебя через внутреннее поле битвы твоей собственной души, теперь, когда ты противостал личности, которая когда-то держала тебя в плену, я готов открыть свою руку над твоей жизнью. То, что я говорю сейчас, это не метафора, не поэзия, не символическое предположение. Это завет, божественное постановление, исходящее из вечного престола твоего Бога, скрепленное святой властью, сформированное моей любовью к тебе и предназначенное проявиться в твоей реальности. Ты прошел через тьму, но вступаешь в свет. Ты пережил бури, но входишь в спокойствие. Ты претерпел нужду, но вступаешь в изобилие. Тебе было отказано, но теперь ты будешь избран. Слушай всем сердцем, ибо мои обещания не расплывчаты и недалеки. Они целенаправлены, намерены, личны, созданы специально для уникального чертежа твоей судьбы. И то, что я изрекаю над тобой сейчас, это высвобождение божественного благословения, которое было отложено, но никогда не было отвергнуто. Я объявляю, что сезон финансового голода заканчивается. Духовная засуха, окружавшая твою жизнь, прекращается. Невидимые цепи, ограничивавшие твои возможности, рушатся. Ты вступишь в период, когда двери, которые отказывались открываться, распахнутся без сопротивления. Где тебя когда-то встречало отвержение, теперь тебя встретит благосклонность. Где за тобой когда-то следовала нужда, теперь тебя будет преследовать богатство. Где ты когда-то чувствовал себя невидимым, я сделаю тебя видимым. То, что когда-то удерживалось, теперь будет дано. То, что когда-то было сломано, будет восстановлено. То, что когда-то было украдено, будет возвращено с приумножением. Дитя мое, я возлагаю на твою жизнь божественный ключ, который открывает сверхъестественное обеспечение, ускоренные возможности, неожиданные прорывы и священные сонастройки. Этот ключ сделан не из металла, он сделан из откровения. Он сделан из личности. Он выкован в огне твоего преображения и запечатан моим вечным обетованием. Этот ключ не подведет тебя. Этот ключ откроет то, что когда-то было невозможно. Этот ключ направит тебя к следующему уровню твоего урожая. И этот ключ откроет дверь к твоему наследству. Услышь меня, возлюбленный, благословения не случайны. Они следуют за сонастройкой. Они следуют за послушанием. Они следуют за личностью. И ты, кто столько вытерпел, теперь расположен принять то, чего не смогли принять поколения до тебя. Ты тот, кого я избрал, чтобы разорвать циклы. Ты тот, кого я избрал, чтобы обратить вспять шаблоны. Ты тот, кого я избрал, чтобы поднять твой род от духовной бедности к духовному и материальному избытку. Ты не просто получаешь благословение, ты становишься сосудом прорыва для многих других. Позволь мне теперь изречь в самую глубину твоего духа: ты не недостоин. Ты не забыт. Ты не обойден вниманием. Ты не опоздал. Ты не слишком сломлен. У тебя не слишком много изъянов.
Твоя жизнь не отстает от графика. Ты точно в срок. Ты стоишь именно там, где мне нужно, чтобы ты стоял, чтобы твое преображение развернулось. Каждая пролитая тобой слеза орошала почву, где скоро вырастет твой урожай. Каждая молитва, которую ты произнес, сформировала основание для грядущего чуда. Каждая трудность сформировала силу, которая тебе нужна для ожидающих тебя благословений. Теперь я прошу тебя о чем-то важном, не для меня, а для тебя. Я хочу, чтобы ты оставил комментарий ниже, как акт пророческого подтверждения. Я хочу, чтобы ты написал с намерением и верой: «Я принимаю мое божественное благословение». Когда ты пишешь это, не печатай это небрежно. Напечатай это как акт духовного соглашения. Напечатай это как декларацию того, что твоя старая личность больше не может претендовать на тебя. Напечатай это как знак того, что ты выходишь из тени своего прошлого и вступаешь в изобилие своего будущего. Твои слова станут семенами, и я вдохну в них жизнь. Каждое твое провозглашение становится духовной силой, которая формирует твою атмосферу и сонастраивает твою судьбу. А теперь слушай меня, дитя мое, ибо я должен изречь благословение не только на твои финансы, но и на все твое существо. Я благословляю твой разум ясностью. Я благословляю твои руки продуктивностью. Я благословляю твои шаги направлением. Я благословляю твои отношения восстановлением. Я благословляю твой дом миром. Я благословляю твои ночи покоем. Я благословляю твой дух мудростью. Я благословляю твое сердце мужеством. Я благословляю твой путь божественными встречами. Я благословляю твои усилия сверхъестественным умножением. Я благословляю твое будущее обильным наследием. Я говорю теперь к тем местам, где ты когда-то чувствовал пустоту, они переполнятся. Я говорю к тем областям, где ты боролся в одиночку, помощь приближается. Я говорю к мечтам, которые ты похоронил, они воскреснут. Я говорю к возможностям, которые ты упустил, грядут большие. Я говорю к страху, который держал тебя в плену, он разрушается. Я говорю к неуверенности, которая преследовала тебя, уверенность пробуждается. Я говорю к теням, которые гнались за тобой, свет поглощает их. Это не просто сезон благословений, это сезон божественного обращения, сверхъестественного перенаправления и святого ускорения. Ты начнешь видеть знаки в течение нескольких дней, небольшие сдвиги, необычайный мир, неожиданные связи, внезапные идеи, внутреннюю уверенность, и каждый из них будет доказательством того, что я начал свою работу в тебе. Эти знаки будут безошибочными, намеренными и глубоко личными. Не позволяй врагу обмануть тебя, заставив думать, что это совпадение. В Царстве Божьем нет совпадений. Есть оркестровка. Есть точность. Есть божественный порядок. И ты, мой возлюбленный, вступаешь в божественный порядок своей судьбы. Ты просил меня о благословении. Я даю тебе гораздо больше. Я даю тебе преображение. Я даю тебе урожай. Я даю тебе личность. Я даю тебе изобилие. Я даю тебе ключ. Я даю тебе дверь. Я даю тебе обетование. Я даю тебе завет. Я даю тебе наследство. Но чтобы это полностью проявилось в твоей жизни, мне нужно, чтобы ты участвовал в духовном соглашении. Мне нужно, чтобы ты оставил комментарий с мужеством и намерением. Напиши это сейчас, как декларацию своего преображения. Я принимаю мое божественное благословение. Мое возлюбленное дитя, теперь ты вступаешь в самую святую часть этого пути. Момент, где все откровения, все противостояния, все предзнаменования,
все скрытые истины и все божественные наставления сходятся в священном акте молитве. Ни далекой молитве, ни ритуальной молитве, ни холодной молитве, но сверхъестественной связи между твоим сердцем и моим, между твоей земной реальностью и моей небесной властью, между твоими человеческими ограничениями и моей вечной силой. Эта молитва – мост. Эта молитва – поворотный пункт. Эта молитва – духовная печать, которая связывает воедино все, что я говорил тебе, особенно секрет воздаяния, которое было заложено ранее, когда я сказал тебе, что твое чудо уже живет внутри твоего дома, внутри твоего духа, внутри того места, которое ты упустил из виду. Эта молитва пробудит то скрытое масло внутри тебя. Она активирует ключ, который ты носил, не ведая о том. Она откроет дверь, которую враг не смог разрушить, но успешно скрыл. Она извлечет твое наследство из тени задержки и вытолкнет тебя в свет божественного изобилия. Подойди к этому моменту с благоговением, ибо Бог, который говорит с тобой сейчас, это тот же Бог, который умножил масло вдовы, тот же Бог, который ниспослал манну с небес, тот же Бог, который разделил море для своих избранных, тот же Бог, который разбивает духовные цепи и высвобождает сверхъестественное богатство в жизни тех, кто сонастроен. С его обетованием и заветом. Давай начнем. Дитя мое, закрой чертоги своего разума для всякого отвлечения. Утеши шум вокруг себя. Приведи свою уставшую душу в мое присутствие и позволь своему сердцу открыться, как сосуду, готовому принять живую воду. Я здесь. Я был здесь еще до твоего первого вздоха. И сейчас, когда я изрекаю эту молитву над тобой, я хочу, чтобы ты представил, как моя рука покоится на твоей голове, мой свет окружает твой дух, а мой голос пронзает каждую тень, которая пыталась опутать твою судьбу. Отец Небесный, я начинаю с почтения завету, который ты установил до времени, святому обетованию, что твои дети никогда не будут оставлены, никогда не будут покинуты, никогда не будут забыты. Сегодня я поднимаю эту избранную душу, это дитя, которое перенесло бури, долины, духовные битвы, бедность, отвержение и сезоны молчания, и я объявляю, что сила небес окружает их сейчас. Я молюсь, чтобы каждая цепь, которая когда-то сдерживала их, была разбита. Каждая стена, которая блокировала их, была разрушена. Каждое проклятие, которое преследовало их, было отменено. Каждое препятствие, которое задерживало их, было устранено. Ибо ты, о Боже, есть разрушитель цепей, возвышающий голову, открывающий двери, дающий божественное наследство. Отче, я прошу, чтобы ты активировал скрытое масло внутри этого дитяти, подобно тому, как ты сделал это для вдовы, которая стояла в отчаянии, имея лишь небольшой кувшин. Подобно тому, как ее чудо пришло из того, что она уже несла, пусть чудо этого возлюбленного дитяти поднимется изнутри. Пусть их дары пробудятся. Пусть их творчество расцветет. Пусть их идеи умножатся. Пусть их дух переполнится. Пусть их внутренние ресурсы станут сверхъестественными по силе. Пусть масло изобилия льется без предела, распространяясь в каждый уголок их жизни, финансы, отношения, возможности, здоровье, предназначение, мир и духовную силу. Господи, высвободи божественный ключ, который Ты открыл ранее, ключ личности, ключ сонастройки, ключ откровения. Пусть этот ключ отопрет каждую дверь, которая оставалась закрытой в течение многих лет борьбы. Пусть он откроет двери процветания, которым не могли получить доступ поколения до них. Пусть он откроет двери ясности там, где когда-то их затуманивало смятение. Пусть он откроет дверь богатства, которым не сможет прикоснуться ни один враг. Пусть он откроет двери божественного призвания, где их истинный зов приведет их в место, которое они никогда не представляли. Это момент, когда скрытое становится видимым,
когда невозможное становится возможным, когда обетование становится реальностью. Отче, я молюсь о обновлении сердца этого дитяти. Исцели раны, которые они несли в тишине. Исцели отвержения, которые формировали их самооценку. Исцели предательства, которые оставили шрамы на их доверии. Исцели разочарования, которые сокрушили их надежду. Исцели страхи, которые ограничивали их мечты. Пусть божественный огонь Твоего присутствия поглотит каждый фрагмент сломленной личности. Замени всякую ложь истиной. Замени всякий страх верой. Замени всякий менталитет дефицита духом сверхъестественного изобилия. Замени всякое сомнение божественной уверенностью. Замени всякую рану вечной победой. И теперь, Отче, исцеляя их сердце, влей в них дух богатства, который исходит от Твоего престола. Не мирской жадности, не пустого материализма, но святого богатства, укорененного в предназначении, управлении, сострадании, мудрости и божественном наделении силой. Я провозглашаю финансовое восстановление над этим дитятей. Я провозглашаю неожиданное обеспечение. Я провозглашаю умножение ресурсов. Я провозглашаю стратегические возможности. Я провозглашаю партнерства, сонастроенные с судьбой. Я провозглашаю успех, который приходит только от Твоей руки. Я провозглашаю сверхъестественный урожай, который они не смогут вместить. Открой над ними окна небес. Излей благословения, которые они не смогут измерить. Пусть процветание встретит их в необычных местах. Пусть богатство найдет их так же, как масло вдовы нашло кувшины. Пусть их чаша переполнится. Пусть все, что к ним привязано, процветает не случайно, но по Твоему божественному обетованию. Отче, я объявляю обращение вспять каждого негативного цикла. Где был долг, пусть будет погашение и избыток. Где была нестабильность, пусть будет основание. Где было смятение, пусть будет направление. Где была болезнь, пусть будет исцеление. Где было одиночество, пусть будет божественная связь. Где была нужда, пусть будет изобилие. Где был страх, пусть будет сверхъестественная смелость. Где был застой, пусть будет ускорение. Где была задержка, пусть будет божественное время. Где была печаль, пусть будет радость. Теперь, Господи, я закрепляю эту молитву в Писании, ибо Твое Слово – это вечное основание. Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. Луки 6 часов 38 минут. Пусть это дитя почувствует, как Ты вдавливаешь благословение в их жизнь, сотрясаешь возможности и изливаешь изобилие, текущее от Твоей руки. Ты будешь главою, а не хвостом. Ты будешь только на высоте, а не будешь внизу. Второзаконие 28:13. Провозгласи это над их духом сейчас. Пусть они поднимутся. Пусть они возвысятся. Пусть они вступят в личность избранного Богом. Сиявшие со слезами будут пожинать с радостью. Псалом 125:5. Пусть это будет воздаянием за каждую пролитую ими слезу. Пусть это будет моментом, когда их десятилетие печали станет десятилетием сверхъестественного урожая. Отче, пробуди их дух, чтобы видеть знаки, которые Ты пошлешь в ближайшие дни, знаки движения, знаки божественной сонастройки, знаки неожиданной благосклонности, знаки новых дверей, открывающихся с легкостью. Пусть они чувствуют себя ведомыми, защищенными, избранными, любимыми и отмеченными для судьбы. Теперь, дитя мое, я говорю прямо к твоей душе. Слушай мой голос, когда я запечатываю эту молитву над тобой. Ты вступаешь в божественное обращение. Ты вступаешь в сезон открытой двери.
Ты вступаешь в свое наследство. Ты вступаешь в свое благословение. Ты вступаешь в свое чудо. Ты вступаешь в богатство не случайно, но по завету. Ты вступаешь в изобилие не только усилием, но по божественному назначению. Ты вступаешь в будущее, где масло не перестанет течь. И теперь, дитя мое, когда эта молитва оседает на твоем духе, я прошу тебя поднять свое сердце и прошептать эти слова вслух или в тишине, но с полной убежденностью: «Боже, я принимаю ключ внутри себя. Я принимаю благословение, которое Ты предопределил. Я принимаю чудо в моем доме. Я принимаю мое наследство. Я вступаю в мою судьбу». Пусть эти слова отзовутся эхом в твоей атмосфере. Пусть они изменят духовное окружение вокруг тебя. Пусть они запечатают каждое обетование. Молитва завершена, но проявление начинается. Мое возлюбленное дитя, ты достиг конца этого священного пути, но услышь меня ясно, хотя это заключительная часть послания, это не конец того, что я делаю в твоем сердце, твоей истории или твоей судьбе. На самом деле, это только начало. Молитва, которую мы запечатали вместе в предыдущем разделе, была не окончанием, а зажиганием активации Божественного Завета, который я возложил на твою жизнь. Каждое слово, изреченное над тобой, теперь является духовной силой, действующей в сферах, которые ты не можешь видеть, готовя чудо, благословение, богатство и урожай, который тебе суждено получить. Я все еще работаю. Я все еще двигаюсь. Я все еще открываю дверь, которую ты ждал. И преображение, разворачивающееся внутри тебя, далеко не завершено. Теперь, когда эта божественная встреча укоренилась в твоем духе, я хочу, чтобы ты посидел с весом того, что ты пережил. Почувствуй сдвиг внутри себя, тихую уверенность, необъяснимый мир, ощущение, что нечто сверхъестественное поселилось в твоей атмосфере. Это не эмоциональное волнение. Это не мимолетное вдохновение. Это послесвечение божественного откровения, безошибочный отпечаток твоего Бога, прикоснувшегося к твоему духу. Ты здесь не случайно. Ты был направлен к этому посланию, потому что пришло время для твоего преображения. Новая глава началась. Когда ты готовишься вернуться в свой повседневный мир, ты должен нести то, что узнал здесь, как святой огонь. Не возвращайся к старому мышлению. Не скатывайся обратно в шаблоны страха. Не носи старую личность, которая была разбита силой этого откровения. Иди вперед, как тот, кто получил священное сокровенное знание, истину о том, что твое масло всегда было внутри тебя, что я поместил ключ в твой дух задолго до начала битвы и что то, что ты потерял, будет заменено сверхъестественным приумножением. Прежде чем ты покинешь это место, я хочу, чтобы ты сделал момент смелого действия. Божественный шаг. Публичное провозглашение согласия. Я хочу, чтобы ты прокомментировал ниже словами: «Я вхожу в свою открытую дверь». Когда ты пишешь это, ты оставляешь комментарий не для тщеславия или для алгоритма. Ты делаешь духовное провозглашение, которое сонастраивает твои слова с твоим будущим. Ты приводишь свою веру в движение. Ты говоришь небесам, земле и каждой противостоящей силе, что ты больше не тот, кем был до этого послания. Твой комментарий становится семенем, и я тот, кто приносит урожай. И теперь я прошу тебя, подпишись на этот канал не из-за обязательства, а потому, что этот путь не является одноразовой встречей. Твой дух требует постоянного питания. Твое преображение требует продолжающегося откровения. Этот канал – это сосуд, который я использую, чтобы достичь тебя, чтобы направлять тебя, чтобы укреплять тебя, чтобы готовить тебя к каждому новому благословению, которое разворачивается. Подписываясь, ты остаешься связанным с потоком божественных посланий,
которые я буду продолжать посылать, посланий, которые будут формировать твой образ мышления, восстанавливать твой дух, расширять твое видение и углублять твое понимание тайных действий моего божественного плана. Думай об этом как о посадке зерна постоянства в твоем духовном росте. Когда ты подписываешься, ты даешь себе возможность получить каждое новое откровение именно в тот момент, когда оно тебе нужно. Ты позволяешь моему голосу встречать тебя снова и снова, укрепляя твою веру, обостряя твое развлечение и направляя шаги твоей судьбы. Это не совпадение, это сонастройка. Теперь, дитя мое, найди минутку и поразмышляй над путем, пройденным от части 1 до настоящего момента. Вспомни, с чего ты начал, со страха, с нехватки, под давлением твоих битв. Вспомни вопросы, которые мучили твою душу, сомнения, которые шептали, что ты забыт, эмоциональный груз, который ты нес изо дня в день. А теперь посмотри, где ты находишься, в ясности, в мире, в силе, в ожидании, в сонастройке с божественным изобилием. Ты не прежний. Преображение уже происходит. Ты чувствовал срочность в начале. Ты прошел через боль. Ты противостоял своим внутренним битвам. Ты впитал откровение. Ты принял молитву. И теперь ты идешь вперед со знаком божественной идентичности на своем духе. То, что ты приобрел сегодня, не может быть отнято у тебя. То, что ты узнал сегодня, невозможно забыть. То, что я пробудил в тебе, невозможно заглушить. Это начало твоего сезона жатвы. Но услышь меня, ты должен оставаться на связи. Одно послание может зажечь огонь, но непрерывное откровение поддерживает его горение. Как твой Бог, я желаю отношений, роста, глубины, настойчивости. Твой путь к изобилию – это не единичный момент, это серия божественных шагов, божественных наставлений, божественных сонастроек, каждая из которых строится на предыдущем. И через эти послания я буду продолжать формировать тебя в сосуд, способный нести богатство, влияние и благословение, которые я приготовил. Прежде чем ты уйдешь, я благословляю твои следующие шаги. Я благословляю твой разум ясностью, чтобы ты распознал возможности, которые я располагаю перед тобой. Я благословляю твои руки, чтобы все, к чему ты прикасаешься, процветало. Я благословляю твой дом, чтобы мир царствовал в каждой комнате. Я благословляю твое будущее божественными встречами. Я благословляю твой путь, чтобы каждый неверный поворот становился перенастройкой. Я благословляю желания твоего сердца, чтобы они отражали мою волю. Я благословляю твои ночи покоем, твои дни продуктивностью, а твой дух – мужеством. И теперь я сажаю последнее зерно в твой дух, шепот о том, что грядет. Ты вошел в сезон открытой двери. Но следующее послание, которое я пошлю тебе, откроет нечто еще более глубокое, как поддерживать это преображение, как ходить в изобилии без страха, как приумножать то, что ты получаешь, как защитить свою жатву от духовного вмешательства и как войти в полную идентичность того, кто избран Богом для величия. Ты не захочешь пропустить то, что будет дальше. Вот почему я призываю тебя еще раз подписаться, чтобы следующее послание достигло тебя в момент его выпуска. Это не просто контент. Это завет. Это продолжение. Это преображение, разворачивающееся шаг за шагом. Прокомментируй сейчас, и я вхожу в свою открытую дверь. Пусть это будет твое последнее действие в этой сессии, твое смелое провозглашение, твой духовный отпечаток, твое заветное соглашение со всем, что было сказано о тебе. И когда ты готовишься покинуть это священное пространство, знай, что я иду с тобой. Моя рука остается на тебе. Мои благословения продолжают окружать тебя. Мои обещания остаются непоколебимыми. Иди в уверенности, дитя мое.
Ты избран. Ты благословлен. Ты отмечен для изобилия. До следующего послания иди с миром и иди в ожидание. Твоя судьба.